Это все рассказывал, что касается записи параметров. Теперь же давайте перейдем к фильтрации трафика по значениям этих параметров. То есть в зависимости от того, что вам приходит из источника, какие значения в этих метках, в get-метках, трекер может регулировать трафик в зависимости от этого. И для этого в трекере есть два фильтра. Один из них называется параметры, второй из них называется sub-ID по имени каждого из сабов. Давайте посмотрим. Фильтры. Итак, вот он, параметр. Да? Если вы его добавляете, появляется окошко, в котором вы вводите имя параметра и его значение. Смотрите, имя параметра — это то, что написано вот здесь, во второй колонке. Специально давайте возьмем вот сюда в sub-id, например, 15, напишем name. И мы знаем, что теперь у нас есть такое значение, ячейка, по которой будет фильтровать трекер. Name — имя. Вот это вот имя параметра, которое мы ставим, вот это его значение. Дальше. Есть уже сразу готовый фильтр ключевики. Он фильтрует вот по этому параметру ключевик и по значению, которое указано вот здесь. То есть, которое либо указано жестко статически, либо которое придет из источника в макросе. И еще один фильтр я поставил — это sub-id 1. То есть это вот как раз вот этот sub-id 1. Так, давайте протестируем. Смотрите, что нам нужно сделать в ссылке. Name — имя. Ну, давайте просто по прямой ссылке компании, да. То есть сейчас просто по вот такой ссылке компании пойдет трафик, естественно, на второй поток. Увидим Academy 2. Что у нас там? Placeholders 2. Естественно, почему? Потому что просто вот здесь фильтры стоят, которые блокируют. То есть у нас здесь что есть в ссылке? Keyword Кейтара есть, да? Вот он здесь. Ключевики принимать Кейтара. Но остальных двух, sub-id 1, один значение, и name, имя, здесь нет. Мы можем просто для эксперимента вот здесь опять же переключить на или, применить, сохранить. И вот здесь теперь попадем на placeholders 1. Ну вот, просто Academy Placeholder, да. Вот он, вот этот поток сработал. Просто потому, что здесь стоит отношение или, и фильтр сработал вот этот, принимать ключевики Кейтара. То есть логика работы фильтров параметр точно такая же, как и других всех фильтров. И они могут использоваться как отдельно, каждый из них, так и только фильтры по параметрам, так и все вместе вообще любые, с любыми другими фильтрами, которые есть в трекере. Переключим обратно на «и», схема «и». И проверим еще раз, что нам нужно. Name — имя и sub-id 1. Так, давайте еще раз проверяем. Смотрите, keyword есть Кейтара, обновили, да, сделали новый клик и попадаем на placeholder 2, потому что нам не хватает вот этих вот двух параметров. И вот мы попадаем на первый поток Academy Placeholders, да, вот, потому что все три критерия у нас сработали. Давайте посмотрим вот здесь в логе. Нам с кликом пришел вот сюда и keyword равно Кейтара, и sub-id 1 равно 1, и name — имя. То есть это просто обычные фильтры. Вот что вот сюда мы запишем, то и будет фильтроваться. Мы можем написать сюда вот так вот. И вот так вот будет нам приходить из источника. И если мы добавим это как значение параметра sub-id 4, например, давайте проверим. Фильтры, добавить фильтр sub-id 4, принимать значение, и его же скопируем, добавим. Вот так вот сохранить. То, что здесь указано имя, трекер все равно поймет по умолчанию, что это sub-id 4. То есть вы можете поставить для работы фильтра либо ASD, ASD, также и для записи параметра, также и sub-id 4, просто по умолчанию. Давайте добавим сейчас sub-id 4 равно вот это значение. И, естественно, мы тоже попадаем на этот поток. Почему? Потому что, сейчас обновим, вот он sub-id 4, и processing all filters are checked passed, потому что трекер по умолчанию знает, что вот эти ячейки называются sub-id 1, sub-id 2, 3. И вот здесь вы опционально можете добавить также свое имя. Оно будет работать вместе, вот так. Смотрите, вот сюда мы можем добавить вот так. И сделать еще раз клик, и ничего не меняется, да, то есть мы попадаем на тот же поток. Давайте посмотрим, обновить. Вот оно пришло ASD, ASD, 1, 2, 3 и All filters checked, pass. То есть вот так мы работаем с этим функционалом. Еще сейчас небольшое уточнение сделаю, как посмотреть конкретно, почему, например, не прошел клик туда или иначе. Да, это либо вы в логе смотрите, как в прошлом видео показывал, либо вот здесь клики. Вот здесь все данные по кликам. Мы, например, мы можем вывести колонки ключевик. Вот он, и посмотреть, что у нас там приходит в каждую из меток. Вот он, ключевик Кейтара, Кейтара, где-то в этих кликах нету, да?
Или же вот здесь нажимаем на дату и время клика, на вот эти вот данные, и пролистываем. Вот здесь все параметры записаны, конкретно вот на SubID 1, 4 и так далее. Но все это вы можете вывести точно так же вот сюда в колонке. Сейчас давайте покажу кейс, как передавать метки. Получили мы их, записали, отфильтровали, теперь мы можем передать их на оффер. Тут есть 4 разновидности, да, пойдем по порядку. Первое, мы работаем просто с редирект оффером, без лендинга. То есть нам не нужно настраивать переход с ленда на оффер. И нам нужно передать в URL какую-то метку. Самый частый распространенный кейс — это как передать sub-ID клика. Но на этом сейчас не будем останавливаться. Здесь просто все работает. Нам просто нужно шаблон подключить вот сюда в настройках оффера, партнерская сеть, и к URL, как мы видим, автоматически добавляются параметры. Но для того, чтобы нам передать в URL, например, партнерке нужно забирать что-то из источника или из трекера обязательно. Часто бывает просят имя байера тоже передать, да. Все, что нам нужно сделать, это просто перейти в редактирование оффера и вот здесь прописать в нужных параметрах для партнерки или для того места, куда вы передаете, там это неважно, прямой рекламодатель, вообще без разницы трекеру в данном кейсе, кому передавать, правильно вот здесь прописать. Смотрите, тут все тоже просто. Все, что вот это вот ссылка, да, оффера, то есть пусть она вот так вот прямая выглядит, ваша ссылка оффера, ну, в данном случае поставил Kitara.io. Все, после вопросительного знака идет набор меток как раз, параметров, которые мы передаем дальше. Вот здесь слева от равно трекеру, как уже говорил, вообще без разницы, что вы тут напишете. Сюда вы записываете те параметры, имена параметров, плейсхолдеров, в которых вас просят передать значение. То есть говорят, передайте нам, пожалуйста, ваш ключевик в параметре keyword, или в параметре QVE, говорят вам. Передайте то, что у вас лежит в SubID 1 как ASD, то есть хотим видеть в плейсхолдере в параметре ASD какое-то значение, и вы решили записать его как SubID 1, сейчас покажу. Передайте нам имя байера в параметре ZXC, пожалуйста, и передайте нам, пожалуйста, пиксель в параметре пиксель. Окей, то есть то, что слева от равно, давайте подытожим, в параметрах компании, в параметрах оффера, мы пишем то, что нас попросят. То, что хотите, то и пишите. Вообще трекеру это не играет роли. Окей, идем дальше. Спросите вы, что же дальше, то есть что писать нам справа от равно, как именно передать эти метки. Смотрите, тут тоже все просто. Мы переходим в раздел «Параметры компании», и если слева от равно вот здесь мы ставим то, что нас попросят, или то, что вы сами захотите, то справа от равно мы ставим то имя, которое у нас описано вот здесь как параметр. То есть вторую колонку параметр мы оборачиваем в макрос, вот здесь вот фигурные скобки. И получается, что если мы хотим передать то, что нам записалось вот сюда как значение кейтара в этом параметре keyword, то чтобы передать его в параметре QVE, нам нужно обернуть не вот этот макрос, который вот здесь вот написан, например, он у нас вот так вот прописан, также keyword. И вот здесь может возникнуть путаница, да, то есть вы не вот этот макрос передаете ему, а то, что записал Кейтара, вот этот keyword. И, например, вот так вот он у вас keyword 1, чтобы мы не путались, да, сохраняем. То есть вам обязательно нужно написать вот так вот. Keyword 1 — это то, что записал Кейтара из вот этого макроса, обработал и записал сюда вот эти вот значения, вот так вот в keyword 1, и вы, соответственно, сюда же в макросе уже оборачиваете имя второй колонки параметров компании. И вот сюда вы передаете QVE не как keyword, а как keyword 1, то есть вот эту вторую колонку мы записываем. Схема, сюда, keyword. Вот сюда не смотрите, что тут ничего не меняется, потому что это не ссылка, а имя оффера, да. Давайте что сразу переименую тут, чтобы не путаться, например. Оффер. Вот такой вот, например, пусть он у нас будет. Сохранить, применить, да. Сделаем клик, и так у нас в keyword 1 параметр приходит значение, давайте 1, 2, 3, вот так вот. Ключевик такой у нас приходит. И все. И что мы увидим сейчас? Вот, смотрим, да, что у нас тут написано. Вот так вот по ссылке компании мы делаем запрос. То есть у нас ссылка компании, keyword 1 — это наш параметр, имя параметра из второй вот этой колонки. Значение его, ну пусть будет вот такое, да, чтобы тоже для наглядности. Keyword. И предполагаем, что вот вместо вот этого макроса нам уже, естественно, источник подставляет реальное значение, и в запросе приходит вот так вот, например, там вот такое значение, да. Это мы, вот эта ссылка и вот этот параметр принимаем и записываем метку.
Дальше она записывается в базу, обрабатывается, записывается вот в этот макрос keyword 1. И дальше уже, так как мы указали вот этот макрос, точнее не макрос, а параметр на данный момент, ну, в общем, это просто путаница терминологии, не обращайте внимания. Мы написали, что вот то, что мне сюда приходит как 1, 2, 3, вот в этот keyword 1, передай, пожалуйста, в параметре QVE как keyword 1, вот этот вот. И реальное значение передастся вместо вот этого keyword 1, передастся 1, 2, 3 ASD. Давайте смотрим, идет запрос, да. Вот мы переходим по ссылке компании на наш оффер. И что мы видим? Вот оно, наше значение 1, 2, 3 ASD. Вот все, что мы приняли как keyword 1 только что, уже передалось на оффер как QVE, да. Вот сейчас отличный инструмент, тут у нас Redirect Pass. Посмотрим. Вот. Мы переходим и получаем keyword 1 равно 1, 2, 3, ASD, ASD. Записали по ссылке компании, трекер это все обработал, записал в ячейку keyword 1 вот это значение, оно хранится у него уже в базе. И дальше мы видим, что идет редирект на сайт Keytar.io. И в параметре QVE, который мы вот здесь указали, вот он QVE, keyword 1 передать отсюда, мы передаем реальное значение, которое нам пришло на ссылку компании. Вот оно, QVE ASD. И ровно так же с другими параметрами. Вот смотрите, например, сейчас давайте по порядку, чтобы не путаться. Сохраним, сохраним. Ровно все то же самое, что я только что показал, справедливо абсолютно для всех других меток. Пиксель. Сохранить. И поехали. Смотрим, что у нас передастся. QVE у нас передалось, потому что в запросе было реальное значение. Вот он запрос наш. Вот оно видно, что 1, 2, 3, 1, 2, 3. Дальше смотрим. Пиксель передал макрос пиксель, потому что вот здесь вот у нас никакого реального значения из источника нам не пришло, не подставили. Это же видно и в логе. Пиксель, пиксель, вот так вот. Оно также и запишется в клике вот сюда. Давайте посмотрим. Sub ID6. Вот сюда подтянем его. И вот он, пиксель, да, видите, трекер ровно тоже и записывает. Вот что приходит, то и записывает, то и передает дальше. Это очень важно понять, чтобы правильно понимать причину того, что у вас неправильно выполнена эта настройка. Очень важный момент еще озвучиваю, переходим дальше. Смотрите, если в запросе приходит другое значение, отличное от того, что указано здесь, то значение из запроса перезапишет вот это значение, и вам запишется ровно то, что будет указано в запросе. Давайте вот keyword 1 у нас здесь указана вот такая, набор цифр, а мы вместо этого возьмем и подставим вот такой набор букв в keyword, да, и посмотрим. И keyword ASD, 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 да, ровно вот это и запишется. И трекер проигнорирует предустановленное вот здесь значение, но, ну, то есть это не значит, что оно у вас вот здесь перепишется прямо, но в данных о клике оно будет ровно тем, которое пришло в логе. Ровно то же самое справедливо и в обратную сторону. То есть, если, например, у вас вообще ничего не приходит в запросе, то ссылка компании у вас все равно формируется вот с этим значением, которое указано вот здесь, которое указано вот оно, 1, 2, 3. И мы видим его в ссылке, и оно же и запишется в данные о клике. Обновить. И вот оно, просто набор этих цифр. Это тоже важно понимать. Все, переходим дальше. Как передать макрос на оффер, который у нас локальный, то есть вывести прямо в тексте. Давайте посмотрим, вот такой тоже лендинг уже добавил сюда новый. Ничего вообще нет, просто HTML болванка и привет макрос сити. То есть для чего это делаю? Первое, мы можем выводить в тексте оффера на странице в браузере любые макросы, которые есть у нас записаны в трекере. У нас есть набор системных макросов, которые трекер знает и без того, что вам передается из источника. То есть, например, он умеет определять город, да, из которого был сделан клик. Гео берется из геобазы, трекер это записывает и хранит в ячейке вот такой вот, которая называется city. И мы вместо вот этого city можем вывести реальное название города, с которого пришел клик. Давайте посмотрим. Так, мы делаем клик, вот он наш оффер, да. Переходим по ссылке компании, вот те же наши метки, все остальное. Что мы видим? Привет, Ганзенхаусен, да, то есть это гео, город, с которого я делаю клик. И мы видим его. Он у нас указан просто в тексте, вот здесь вот. И будем смотреть его и тут же сохранять изменения. Вот он наш сити указан.
и он же выводится в тексте. Макросы, которые можно передать, можно посмотреть у нас в документации вот здесь. Docs, вот она, макросы, placeholders, в разделе лендинги и офферы, docs.ktar.io. И вот он список этот макросов. То есть он может передавать sub-ID и выводить этот же sub-ID вот сюда в запросе, да, вот он наш sub-ID вывелся. И все, что вот здесь написано, может быть выведено. Название браузера сюда же, давайте посмотрим. Chrome, да. Главное, чтобы трекеру было откуда взять эти данные. И если есть системные макросы, которые, например, как City, как sub-ID клика трекера, как версия браузера, нам не нужно ее ниоткуда передавать, то есть и те метки, которые вы из источника получаете, как раз вот эти вот ключевик, цена клика, либо сами же записываете вот сюда в эти параметры компании. И мы можем их точно так же выводить в тексте оффера, как и в URL. То есть место, куда трекер это выведет, не играет роли. Всего лишь нужно просто в тексте оффера указать это в нужном месте. Естественно, тут будет разметка и все остальное, но суть вы поймете, да, то есть вы просто добавляете в коде оффера вот так вот просто имя этого макроса в нужном месте, и он у вас выводится. Например, вот этот keyword 1.1.1, да, и кост заодно давайте выведем. Все, давайте вот сюда keyword 1. Опять же, помним, да, как и рассказывал, мы выводим не то, что вот тут написано, а то, как это запишет трекер. То есть вот это вот имя параметра во второй колонке берем и просто оборачиваем в фигурные скобки. Ставим пробел и давайте вот сюда же кост вынесем, чтобы было видно разницу между реальным значением, которое записано у нас, и между необработанным макросом. Все, давайте раз. И смотрим. Вот оно наше реальное значение, да, которое вывелось. Но, кстати, с кост тут не совсем удачный пример, просто потому что кост у нас записан вот здесь, расход 0, да, для кликов. Соответственно, трекер выводит 0, потому что у него уже в базе записано. То есть, по факту, вам тоже для уже более глубокого понимания, он выводит не то, что, грубо говоря, вот здесь написано, а то, что у него записано в базе, из своей базы данных. То есть, если бы у нас вот здесь был не кост, а другой какой-то макрос, ну, я не знаю, давайте. External ID, вот хороший пример будет, да. Нам неоткуда взять ID клика источника. Обычно в нем передается ID клика сторонней системы. Это не обязательно источник, что угодно может быть, но ID клика сторонней системы обычно его передают. И нам его неоткуда просто взять, его у нас нет. Соответственно, вот этот вот external ID не выведется просто ничего. Давайте заменим вот здесь там кост на external ID, сохраним и посмотрим, что у нас keyword выводится по-прежнему, а вот здесь другое значение уже мы cost убрали, да, но значение новое, которое external ID, здесь его просто нет, нам нечего сюда вывести. Давайте дальше переходим, да, посмотрим третий кейс. Как нам передать метки на оффер, если у нас в потоке не только один оффер, но и лендинг стоит. Здесь тоже ничего выдумывать не надо, все уже трекер делает автоматически, нам просто нужно опять же правильно принять параметры сюда, убедиться, что они правильно записались и настроить правильно переход на оффер с помощью макроса оффер, как я и показывал раньше, да. То есть, давайте я уже сразу тоже подготовил, чтобы время не тратить. Смотрите, вот он наш ленд, потоке, который называется LP Academy, да, тоже пустой, просто кнопку туда добавил. Мы смотрим, вот она кнопка перехода на оффер наша, да, вот он формируется токен, там все внизу. Мы смотрим, что у нас тут. Просто button и кнопка переход макрос на оффер. Смотрим, что у нас есть в запросе. У нас есть keyword 1, 2, 3, cost и все остальное, да. Мы нажимаем перейти на оффер и видим здесь привет, ничего нету, да. Вот он наш оффер, собственно, да, из потока. Вот он оффер в потоке, local params. Вот он local params, этот оффер код. Просто привет, да. Мы хотим сюда передавать, например, браузер, да, что акция только для такого-то браузера. Это просто для примера. Не просто сразу трафик на оффер идет, а сначала на лендинг. Делаем клик по ссылке компании. Давайте обновим тоже, чтобы убедиться, что все сохранилось. Переходим. Да, и сначала мы видим лендинг. Вот он наш лендинг. Вот они наши параметры в URL, все, которые приходят. Трекер их уже записал, те, что записал. И сейчас находится на ленде. Мы переходим на оффер и видим, что вот он браузер, да, привет, Chrome, там, скидка для такого-то браузера, там, покупайте прокси для Chrome, да, например, вот так вот. И вот они наши, вот он этот наш макрос браузер, да. То есть это системный макрос, он уже есть у нас. Точно так же работает для того, что мы принимаем в параметрах компании. Вот она. Параметры. Давайте выберем, я не знаю, keyword 1, да, передадим наш браузер, keyword 1. Там или
любой ключевик, да, вы подставляете там «Привет, ключевик», вы искали там ключевик, вот они ваши прокси для этого браузера. Сохранили. Все, снова переходим по ссылке компании. И видим, что опять мы попадаем на лендинг, да, тут у нас информация, все, переходим на оффер, и привет, ключевик, вы искали там 1, 2, 3, это ваш запрос, и для браузера Chrome там такие-то прокси продаются, да. Вот так это работает. Все, больше ничего не надо придумывать. Вот так это выводится в текст оффера. Чтобы вывести вот сюда в URL, это другой немножко кейс, нужно передать этот параметр. Сейчас покажу как. Тоже очень просто. Добавляем вопросительный знак и ставим нужный макрос браузер сюда. Все, не вопросительный знак только, а амперсанд. Кстати, тоже бывает такое, люди пишут. Вот сюда надо ставить не вопросительный знак, потому что ссылка будет ломаться, а амперсанд. Сюда сохраняем. Переходим. Ну да, нужно же по ссылке компании кликать, чтобы все записалось. Давайте заново. Перейти на оффер. Вот он, все, смотрим. Chrome. И вот он наш, вот она ссылка уже оффер у нас, да. И вот он мы передали в параметрах Chrome. Ну, естественно, если мы укажем вот здесь n param 1 равно браузер, да. То есть говорят вам, у вас схема локальный ленд, оффер, какой угодно, там URL, да, например, URL говорю, редирект. И вам говорят, передавайте нам браузер, вот, хотят так видеть. Окей, вы просто идете в код локального вашего ленда, дописываете туда правильно переход на оффер. Я показывал, как в обоих случаях это делается. И с локальным лендом, и с редиректом. И через амперсанд пишите нужный параметр, который, как мы говорили уже, любой пишите, какой хотите, какой вам скажут. И макрос из списка вот этих вот макросов. Давайте вот тут системный макрос один передадим и один парам 2. Тот, который мы принимаем, да, например, это keyword 1. То есть ключевик мы передаем. Сохраняем. Идем, берем ссылку компании снова. Давайте обновим. И смотрим. Вот мы пришли, получили keyword 1 по ссылке компании, трекер записал. Браузер он у нас автоматически определяет, это системный макрос. Переходим на оффер, и мы видим, что param 1 Chrome. Вот он, да, привет, 1, 2, 3 Chrome. Да, если мы, конечно, где у нас там, вот здесь отсюда это уберем, не обязательно выводить это в тексте оффера, да, не обязательно в тексте браузера это выводить, чтобы это вывелось в URL. Можно делать одно без другого, можно делать и то, и то. Итак, так, смотрим, перейти на оффер, и мы видим привет, и вот здесь вот мы передаем куда-то эти метки, да, Chrome и ключевик. Дальше переходим к кейсу получения меток из приложения. Покажу на примере Magic Apps, скорее всего, сервиса аренды приложений, как там внутри настроить, где искать проблемы и так далее. Все в следующем видео покажу. Всем спасибо за внимание, хорошего дня и до встречи.